самый старый и самый известный парусный корабль HMS Victory. Это один из самых известных линейных парусных кораблей мира. Принадлежал к Королевскому военно-морскому флоту Великобритании. Был пятым кораблем Королевского флота с таким названием, предыдущий затонул в 1744 году во время шторма со всей командой. Являлся флагманом флота в битве при Трафальгаре в 1805 году. В декабре 1758 года Уильям Питт-старший в роли главы британского правительства разместил заказ на постройку 12 кораблей. В 1765 году корабль «Виктори» был спущен. На строительство каркаса этого корабля была направлена бригада из 150 рабочих. Около 6000 деревьев были использованы в его строительстве. Деревянный корпус удерживался на месте 6-футовыми медными болтами, поддерживаемыми гвоздями для мелких деталей. После того, как каркас был построен, его обычно покрывали и оставляли на несколько месяцев, чтобы дать древесине высохнуть. Корабль «Виктори» был поставлен на действительную службу в рамках общей мобилизации против французской угрозы. Это включало вооружение его полным комплектом гладкоствольных чугунных пушек. Корабль введен в строй в марте 1778 года под командованием капитана сэра Джона Линдсея. 27 июля 1778 года произошла первая битва на Ушанте во время войны за независимость США между французским и британским флотами в 100 милях к западу от Ушанта. Острова на устье Ла-Манша у самой северо-западной точки Франции. Битва закончилась безрезультатно. В марте 1780 года корпус «Виктори» был обшит ниже ватерлинии 4000 листами меди для защиты от корабельных червей. 2 декабря 1781 года корабль под командованием капитана Генри Кромвеля и под флагом контр-адмирала Ричарда Кемпенфельта отплыл с 11 другими линейными кораблями для перехвата французского конвоя, вышедшего из Бреста. Вторая битва при Ушанте произошла 12 декабря 1781 года в рамках войны за независимость США. Когда на корабле заметили превосходство французов, он ограничился захватом 15 парусов конвоя. Французы были рассеяны штормом и вынуждены вернуться домой. В 1782 году корабль был флагманом мощной эскортной флотилии конвоя транспортов, которые пополняли запасы Гибралтара в случае блокады французскими и испанскими военно-морскими силами. В 1798 году корабль поставили в Чатеме в резерв и оборудовали на нем госпиталь для раненых пленных французов и испанцев. В 1800 году корабль решили вернуть в действующий флот и провели ремонт за 71 тысячу фунтов. Были повышены мачты, установлены 104 орудия, изменен вид корабля заменой цвета амбразур с красного на черный, что стало обязательным во флоте с 1805 года. Через месяц после ремонта корабль вышел в море, чтобы присоединиться к флоту в Атлантике. В апреле 1803 года пришло известие о прорыве французским флотом блокады порта Тулон и намерении объединиться с испанским флотом. «Виктори» присоединился к блокаде франко-испанского флота в порту Кадис. В Трафальгарском сражении 21 октября «Виктори» являлся главным кораблем левой колонны флота. Вел артиллерийскую дуэль с французским флагманом Бьюсентор, испанским Сантисимо Тринидад и Редоутабле, во время которого погибло 56 моряков и 102 были ранены. Корабль сильно повредили в бою, и он не мог двигаться под своим парусом. Поэтому Нептун отбуксировал его в Гибралтар для ремонта.
Адмиралтейство сочло Виктори слишком старым и слишком ветхим, чтобы его можно было восстановить как первоклассный линейный корабль. В ноябре 1807 года он был переведен в класс вторых линейных кораблей. В 1812 году он был переведен в устье Портсмутской гавани у Госпорта для службы в качестве плавучего тюремного корабля. В 1814 году был проведен капитальный ремонт. Активная служба была восстановлена с февраля 1817 года, когда он был повторно зачислен в список первоклассных кораблей, несущих 104 орудия. Однако в январе 1822 года его отбуксировали в плохом состоянии в сухой док в Портсмуте для ремонта корпуса. В 1831 году Адмиралтейство приказало разобрать Виктори на части и использовать его бревна в других судах. Общественный протест против уничтожения столь известного корабля привел к тому, что приказ был приостановлен, и победа была оставлена, в значительной степени забыта, на причале в Портсмуте. Корабль ненадолго вернулся в поле зрения публики 18 июля 1833 года, когда его ожидала королева и принцесса Виктория, герцогиня Кентская. Это вызвало всплеск интереса к кораблю и увеличение числа посетителей до 10 тысяч в год. В конце апреля 1854 года корабль дал течь и затонул. Далее корабль был поднят. В 1887 году он дал катастрофическую течь и снова утонул у причала. После этого Адмиралтейство по всему миру охватило ежегодную субсидию на техническое обслуживание корабля, и в 1889 году Виктори стал школой связи. Несмотря на то, что он неоднократно использовался в качестве школы, Виктори продолжал развиваться на причале. В 1903 году его случайно протаранил Нептун. Аварийный ремонт предотвратил его затопление, но Адмиралтейство снова предложило сдать его на слом, и только личное вмешательство Эдуарда VII предотвратило это. Интерес к кораблю возродился в 1905 году. К 1921 году корабль был в очень плохом состоянии, и была начата общественная кампания «Спасите Виктори». 12 января 1922 года его состояние было крайне плохим, он больше не мог оставаться на плаву, и его пришлось перевести в сухой док в Портсмуте. С 1922 по 1929 год была проведена реставрация. Дальнейшее восстановление было приостановлено во время Второй мировой войны, а в 1941 году Виктори получил повреждения. Когда 500-фунтовая бомба, брошенная Люфтваффе, сломала его киль, разрушила одну из стальных люлек и часть фок-мачты. Решение восстановить судно Виктори в ее конфигурации после Трафальгарской битвы было принято в 1920 году. Но необходимость проведения этого важного ремонта была достигнута до 2005 года, как раз к празднованию 200-летия битвы Трафальгара. Носовой Марсель Виктори был серьезно поврежден во время Трафальгарской битвы, его пробило более 90 пушечных ядер и других снарядов. После битвы его заменили, но сохранили и в конечном итоге выставили в Королевском военно-морском музее. Виктори является флагманом первого морского лорда с октября 2012 года и является старейшим военным кораблем в мире, все еще находящимся в эксплуатации, со сроком службы 257 лет по состоянию на 2022 год.